Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему же она кусает локти? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Да побольше ставьте комментарии, пишите, вернее, не ставьте, а пишите комментарии для продвижения канала, да, что-то я совсем запуталась, да что ж такое. Так, и погнали, смотрим, в каких энергиях вы находитесь, да. Кто хочет на личный расклад записаться, либо же сделать диагностику негатива, телефон под видео. Итак, смотрим. Смотрите, может проиграться у кого-то связь с формой, с армией, да, вот с погонами в каком-то смысле. Вы человек, который связан с передвижениями, либо же это у вас машина есть, либо работаете, передвигаетесь, ездите за рулем, либо с командировками связаны. Еще можно сказать, что вы человек движения вообще, помимо машины, да, которая у вас может быть есть. Вы человек движения, очень активный. Вы такой, ну, непоседливый, вы правдолюб, правдоборец. По натуре вы, с одной стороны, вы смельчак, да? Вы смельчак, но опять же, бывают ситуации, когда у вас по жизни опускались руки. Вроде бы вы такой сильный, выносливый, такой могущественный даже в каком-то смысле, да, такой выносливый чересчур. Но бывали ситуации, когда даже у вас опускались руки и приходилось начинать жизнь с чистого листа. С чем это связано? Вот один против толпы. Ну, посмотрите, ну что творится, да, из расклада в расклад вы императором выпадаете. Здесь проигрывается жизнь с чистого листа, скорее всего, связан с женщиной. Вернее, развод с этой женщиной, да, разрыв, развод. Женщина большая любительница денег, красивой жизни, подарков и так далее. Комфорта, одним словом, да. У кого-то еще сюда можно отнести вот с чистого листа. Может быть, вы переехали куда-то, да, там новая квартира, новый город, новая работа, а у кого-то, может быть, это все вместе, да, вот кардинально поменяли свою жизнь. Ну, я вам скажу, вот вы как были такой правдолюб, вы такими останетесь. Вы будете вот реально один против толпы, будете до последнего доказывать свою правоту. Очень такой трудолюбивый вы человек, не боитесь работы абсолютно. Даже физической работы вы, в принципе, не боитесь. Вы можете впахивать, если вам нужно, ну, до последнего. А потом приходите домой и падаете обессиленный, да, и уже ничего не хочу и не могу. Далее, я вам скажу, что вот вы, ну, скорее это, сейчас я уточню, скорее это связано с теми переменами, да, с теми переменами, которые произошли в вашей жизни, вот с женщиной, да, вот после разрыва. Вы стали более жестким, стали еще более таким, знаете, закрытым, может быть, более недоверчивым. Слишком много было конфликтов у вас в связи с этим всем, да, вот расходы, разводы. Слишком много конфликтов, слишком много стрессов, неприятностей, да, слишком много болезненных ситуаций, которые вот, ну, реально как закаленные в боях вы стали. Вы человек, который, наверное, вот теперь, после того, что произошло, вот все-таки я склоняюсь к тому, что вот как-то хладнокровней, что ли, вы стали. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Вот я не говорю, что вы там злой, такой-сякой. Вот именно после того, что произошло в вашей жизни, да, даже на дне колоды, вот у нас башня, после того разрыва вы стали, ну, такой, знаете, вот неприступный, недоверчивый, хладнокровный. Вот как будто все эмоции, все чувства у вас в душе умерли. Понимаете, бывает такое состояние, когда вот вообще полный штиль. Вот ты понимаешь, что у тебя вообще как будто, ну, нет ни чувств, ничего. Ты такой, как робот, да? Вот напишите, есть такой зомбоящик, да, как говорят. Вот зомби просто. Ты ходишь, ты так
Смотришь, кушаешь, спишь, да, но ты как робот, без эмоций. Напишите, у кого были такие состояния. Может быть, вы прошли это. Может быть, сейчас кто-то находится в таком состоянии. Но это такой ужас, что, ну, наверное, и врагу не пожелаешь такого. Это ужасные ощущения. Многие через это проходят. Когда люди на снотворных, да, вот именно не могут лечь спать без снотворного, просто не уснешь. Это вы все проходили. Несмотря на вашу силу, вот ваша жизнь вас закалила. Ваши жизненные ситуации, а у вас были помимо развода, у вас были еще другие тяжелые ситуации, которые, ну так, знаете, вот потихонечку, полигонечку, но вот подкашивали вас. Вот подкашивали, несмотря на то, что вы такой вот сильный, все равно это вам тяжело давалось вырулить. Опять же, у каждого это будет своя ситуация. Далее, что еще? Да, женщина, которая была для вас всем, она сейчас далеко, с ней все закончилось. Она теперь для вас стала та самая снежная королева, которая разрушила вашу жизнь. Вот по десятке мечей она однозначно, вот в каком-то смысле она разрушила и вас, и вашу жизнь, ваш внутренний мир. Из той вашей любимой девочки, которой она когда-то была, она стала снежной королевой. Касательно вашей мужской силы, да, ваших любимых бобиков, которых вы так любите. В принципе, у вас из расклада в расклад выпадает довольно неплохая мужская сила. Я не вижу здесь каких-то проблем. Поэтому, ребята, я знаю, что вы себя можете накрутить. Я знаю, что вы очень такие у меня ранимые, впечатлительные мальчики. Я вас всех обожаю и люблю, целую, обнимаю. Поэтому смотрите, по поводу ваших бобиков, которых вы так любите, холите, лелеете, ухаживайте за ними, даже если хозяйки пока нет, да. Смотрите, если может проигрываться даже у некоторых из вас какие-то, ну, скажем так, расстройства в этой сфере. Объясняю. С научной точки зрения, что при длительном воздержании у мужчины могут быть дисфункции. Мужчина может себя накрутить до приобретенной импотенции. Такой момент тоже есть. Некоторые женщины, которых я, ну, так и хочется назвать плохим нелитературным словом, они очень часто пользуются этим всем, да? Особенно, когда люди расстаются, вот женщины могут на прощание сказать какую-то гадость, да, вот специально мужчине ударить ниже пояса. Ты такой сякой, да, и ты никакой любовник, и у тебя там вообще ничего не годится, и ты ничего не умеешь, и размер не такой, и все. Это говорится специально. Женщины, особенно которые дружат с мозгами, они это все прекрасно знают. Говорят просто для того, чтобы вас ранить. И такие слова очень часто отпечатываются у некоторых мужчин до конца жизни. Особенно если мужчина такой впечатлительный, да, близко все берет к сердцу. Поэтому начинаются проблемы. Но опять же, это приобретенное. Это все на уровне головы. Когда вы это поймете, вам будет намного проще. И когда в вашей жизни появится новая женщина, то поверьте, ваш бобик и залает, и запрыгает, и запищит от счастья и удовольствия. И он будет сытый, обласканный, накормленный. И даже я к чему говорю? Если проблемы, то это, опять же, это либо же с вашей головой связано, вы себя накрутили, либо вам гадость женщина бывшая сказала, либо это может быть связано с длительным воздержанием, потому что я не вижу у вас рядом женщины. Но это может быть либо вообще сейчас полный штиль без женщин, либо это очень редко ваш бобик вылезает из своей будки. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому и дисфункция может быть. Там все нормально. Вот именно я беру, как оно есть на самом деле. Временно, да, конечно. Там затухает все, да, ну как бы такая легкая атрофия. Потому что мышца, если не тренируется, ну, конечно, и желания пропадают, да. Хотя, опять же, это связано с многими факторами. У кого сколько тестостерона, да. Это с многими реально вот факторами связано. Мы сейчас не будем уроки сексологии проводить, поэтому просто я так остановилась. Но это довольно важный вопрос. Я знаю, что вы у меня, ребята, впечатлительные, ранимые.
Вот, к вам женщина спешит. Видите, у меня даже из колоды выпадают. Итак, давайте-ка будем смотреть, мои хорошие. Какая же женщина к нам пришла на расклад, да? Кто же у нас там грызет свои локти? Ну, с этой женщиной у вас была семья. И ее вы до конца так и не узнали. Из-за нее вам так хреново. Из-за нее вы, ну, я не хочу говорить, но готовы были, ну, чуть ли сами себя к праотцам могли отправить. У кого-то из вас могла точно быть такая мысль, что все, не хочу, не буду, без нее жизнь не мила, вот в таком плане. Напишите в комментариях, был такой момент или нет, потому что был однозначно, вот просто не хотелось тупо жить, вот без нее. Ну хорошо, вовремя одумались, это уже хорошо. Ради этой женщины вы впахивали. Она от вас, знаете, вот хотела все больше и больше денег. Чем больше денег вы ей давали этой женщине, чем больше вы в нее вкладывались, тем больше она отдалялась. Вот такой парадокс. Тем больше она наглела, тем больше она борзела, да. Я думаю, если вы сейчас поднапряжетесь, вы вспомните даже, вот реально, может быть, тот момент, когда у вас появились деньги, либо когда вы начали, ну, больше зарабатывать, больше вкладываться в нее, она реально стала от вас отдаляться. Она могла даже от интима отказываться, она могла холоднее к вам относиться, она могла провоцировать скандалы, да. Вот напишите в комментариях, вот были такие моменты или нет. Вот парадокс, да, вот отдаю ей всего себя, впахиваю на нее, допустим, 24/7, готов звезду с неба достать, а она отдаляется, да? Ну как это назвать? Это женщина, которая, знаете, это ваша боль, это ваша такая душевная рана, ну, я не скажу навсегда, да, потому что, ну, любая рана рано или поздно затягивается. Это обманутые надежды. Это женщина, которая пришла, для кого-то из вас она была, ну, такой, знаете, вот, ну, как сказать, вы считали ее женщиной по судьбе, что это ваша одна единственная неповторимая. Потому что, когда вы с ней связывались, когда только начинались отношения, вы думали, что да, одна единственная, и хочу с ней жить долго и счастливо, и умереть в один день, вот как в сказках, да? Есть такой момент? Напишите. Вот такая дамочка к нам пришла, даже как-то взгрустнулась, даже мне, честное слово. Вот такая вот несправедливость в жизни. Давайте-ка будем разбираться, почему же она кусает локти. Такая вся распрекрасная. Любительница интима однозначно. Почему она и начала изменять. Помимо денег, ей хотелось, да, красивых отношений. Она и сейчас такая. Она и сейчас, ну, относится к гулящим женщинам. Особенно послушайте те, кто все еще хотят вернуть. Она и сейчас такая. Она меняет мужчин. Она с легкостью расстается с людьми. Она, если нужно, и развернулась, ушла. Да, мужчина ее не устраивает, тем более, если в деньгах не устраивает. Она развернулась и ушла, пошла на поиски другого. Женщина, которая очень сильно любит приукрасить факты. Ну, обманщица, если по-простому, да? Такая, ну, довольно лживая особа. Эта женщина бросит еще ни одного мужчину, сделает больно. Вот она вам сделала больно. Она еще ни одному сделает. Это реально, вот, знаете, таких женщин называют роковыми. Вот роковыми женщинами, потому что вот они настолько вот мужчин используют, в них влюбляются, они используют мужчин, они их динамят, а потом выбрасывают как ненужный мусор. Вот что самое печальное. Почему кусает локти? Давайте ближе. Ну кто же сомневался? А у нее проблемка. У этой распрекрасной гулящей дамочки проблема с финансами.
Вот хоть она и прыгает по жезлам, да, хоть она использует мужчин, но вот сейчас она такой момент проходит безденежья, что ли, либо же очень сильно поубавилась денежек. У нее сейчас серьезные перемены, вот какая-то трансформация ее жизни. С чем связано? Обраточка. Ой, обраточка идет. Наказание за ту любовь, которую вы ей давали, все то, что вы вкладывали, она сейчас получает обраточку. У нее трындец начинается с денег, дальше пойдет по здоровью. Плюс я не вижу, что она будет счастлива с мужчинами. Да, она будет их менять, она будет той самой помойной ямой, да, вот помойным ведром, в которое ходят испражниться, простите за такое сравнение. Но она не будет счастлива с мужчиной. Почему кусает локти? Смотрите, она только сейчас вот начинает понемножечку понимать, что вы были тот шанс, который она упустила. Золотой шанс. Вот вы давали ей деньги, любовь, заботу, все-все-все, что только можно, душу отдавали, да? Только сейчас она начинает это понимать и ценить. Но поезд ушел. Она это понимает, но, естественно, к вам она не придет, она проситься не будет. Она прекрасно знает ваш настрой и понимает, что вы ее не простите, не пустите. Особенно это касается тех, у кого, ну, такие громкие со скандалом были разводы. Она начинает только сейчас понимать и ценить, что она сама разрушила тот кайф, ту шикарную, так назовем, жизнь, да, ну, относительно у каждого по-своему она шикарная будет, да. Она сама это разрушила, она сама себя в дальнейшем обречет на одиночество. Вот эти жезлы, которые у нее периодически появляются, которые она использует, они у нее задерживаться не будут. И она сейчас вот просто кусает локти, что она упустила вот тот золотой шанс, то есть вас. У нее будет жизнь, что, знаете, вот ей не позавидуешь. Вот я бы абсолютно ей не позавидовала, потому что проблемы в ее жизни только начинаются. Но опять же хочется сказать, за что боролась, на то и напоролась, да? Ну, пусть погрызет локти, может быть, локти вкусные. Раньше нужно было думать головой, да? А поэтому так и хочется сказать, что имеем, не храним, потерявши плачем, да? Каждому воздастся по заслугам. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!